Да, я сегодня предлагаю нам с тобой проделать такое расследование на тему резонанс Шумана. Что это такое, почему оно в ближайшее время так резко увеличилось, как оно влияет на планету, на людей, это во благо или все-таки оно несет какой-то бред, и из-за чего оно так сильно в ближайшие последние 20 лет настолько сильно увеличилось. Вот такие вопросы предлагаю сегодня рассмотреть. Мгм. Хорошо. Интересно. Ну, давай Так что идем. пошли смотреть. Да. Да. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Ну, землю вижу, как она крутится. Крутится. Круглая? Круглая. Виктория, а планета наша выглядит именно так же, как она на глобусах у нас? Материки расположены так же, как на глобусе? Ну, Размеры ты материков подожди. Ну, да, я Да, сначала форму посмотрю. хорошо. Я думаю, ты уже посмотрела. Нет, оно там черное пятно есть. Оно вот так Мгм. идет снизу. У меня же сразу это по карте ментально. Это же работа с энергиями, Мгм. знаешь. Мгм. Вот. Оно вот так мне идет. So-so. Ну, плюс-минус. Ну, то Вот. есть Земля не совсем прямо круглая такая. Имеет мгм. в одном месте какой-то бугорочек такой. а, Как шарик. Ну, типа шар. Какой-то шарик из большого шара как бы выглядывает. Ну, вот такая форма. Чуть-чуть кривоватенькая. Не Мгм. прямо круглая-круглая. Да. А Вот она материк крутится, да, и там вот это уплотнение какое-то, оно вот так его, как центр тяжести, и оно эту землю вот так держит, как будто бы под этим как-то наклоном. Мгм. Может, это в эфирном пространстве, а может, на физике она и круглая. Ну, Мгм. А, совсем круглая. да. А давай посмотрим, что это за черное пятно, что это за уплотнение, которое ее Так, дисбаланс. пятна два. Одно вот так идет как бы из сектора магии, и оно вот где-то идет какой-то пролив Дрейка, я слышу. Прям так Мгм. Дрейка. А вот это другое, это как будто бы шар поменьше встрял Мгм. в шар побольше. Это находится, ну, вот если вот смотреть с нашей точки зрения, вот там, где Гренландия, вот так оно там. Там другое. Вот как будто бы выпирает еще один шарик, только маленький, ну, поменьше, намного М. меньше. Виктория, давай посмотрим первое пятно, которое вот к сектору магии относится. Вот я приказываю всем, кто находится в секторе магии, проявиться. Смотри, вот это внизу, которая дрейка, оно вот так прямо черная полоса в сектор интерферентов. А вот Мгм. отсюда, вот там, где Гренландия, оно вот так, Мгм. там такие какие-то фигуры, как будто бы тянут за это. Э, Они в секторе магии. Хорошо. С чего нам лучше начать? Ну, давай посмотрим, я уже здесь в секторе магии, что за Хорошо, белые да. такие Что фигуры. это за фигуры? Да, я приказываю им отвечать, кто они такие, что они делают в секторе магии, планеты. Они сверху выглядят, как будто бы они белые, сияющие такие, Мгм. как снег, знаешь. Мгм. А туловище, вот начиная с талии, они как спруты, много ножек таких, черные. Мгм. А вверху, и они вот это как бы тянут за этот шар, который там как будто бы... Сейчас он точно проявился как шар такой.
Приказываем отвечать, что О, они делают. я слышу Леля. Мгм. Месяц Леля. Да, да. Которую взорвали, Они да? управляют, я слышу, управляют временем. Мгм. Что они именно делают? Как они управляют временем? Они говорят, что они размораживают леды соприкосновения э, двух масс, двух тел, тела Земли и тела Лели. Мгм. А это означает что? Что это означает? Они, я слышу, воспоминания, всколыхивают воспоминания, неудачи, катастрофы. Мгм. Для чего они это всколышивают? Цель их действий. Они говорят, нам нужен абсурд, абсурды мнений. Мгм. Для чего им нужен абсурд мнений? Показывает, что заколачивают вот где сектор будущего. Они как будто бы такой, как полотно разворачивают и забивают гвозди. Говорят, чтобы управлять будущим, чтобы отвлечь от естественных настроек Вселенной, упластить пространство до совершенства, показывают на сектор интерферентов антимира, Мгм. настроить планету на вибрации страха, угнетения. Понятно. Я слышу удалить атмосферу благополучия, а, расцвета, гармонии, света. Мгм. И также от них идет, что им хорошо, когда темно, тогда их не видно. Вообще, кто они такие? Кто они такие? Они называют себя верховными учителями, верховными жрецами. И такая подключка пошла вот как бы к сектору принятия решений, вот там, где как раз, где эта Луна, она ну, не Луна, а месяц, он вот так как Мгм. вышел, там в одной точке. Сейчас я посмотрю, что там. Смотри, что там. Я слышу решение убить человечество. Кому принадлежит это решение? Вот эти показывает сущности. А, До половины они здесь как человеческие, они как боги сияют сверху. Надо посмотреть, что у них там внутри у этих богов. А от талии вот эти спруты черные. Виктория, откуда у них право решать о судьбе человечества? Они говорят, мы тут жили. И что это значит? Ну, вижу, как ходят, слышу Олимп, Мгм. и ходят боги, и идет какой-то бог, и у него такая подключка, какой-то громовержец, подключка к ногам, но он ногами ходит, нет у него еще этих щупальцев, Мгм. просто как будто к пяткам такая подключка черная, Зевс. Мгм. Это он и такие, как он, превратились в этих существ, Я которые мы вижу, сейчас что рассматриваем. да, да, что вот
Надо спросить, он ли решил уничтожить. Да, он решил. Я сейчас смотрю на Землю Мгм. и очень свысока, и вижу, как там упало что-то, и такие волны пошли огромные по всей планете. А это, слышу, Мидгард. Вижу, что так, наверное, называлась Земля раньше. Вижу, что эта планета, она как встряла в нашу планету, Мгм. и там образовался этот бугорок. Мгм. Ну, ну, такой огромный бугор, да. Потом это поросло травой, деревьями. Оно спровоцировало изменение климата. И я вижу, как вдруг начинают расти изнутри какие-то столбы. Что это за А, столбы? а Земля в это время эм, крутится вот так как-то. И образовался такой портал под ней, ну, и он начинает засасывать. А у нее какой-то, как юла крутится, как-то странно вот так, да? Мгм. И в то же время вижу, как это самое, от сектора миссии, вот это, что я видела, как пустила какой-то белый шар. Я Мгм. вот снова пускаю такой белый шар, и я слышу остановить какую-то рецессию. Какую рецессию ты хочешь остановить? Она вот так вот, как покатилась по этому, и как бы вот так захватила планету эта белая штука, вот так как и остановила вот эти качания, раскачивания. М. Она не просто раскачивалась, я вижу, что она переворачивалась вверх дном. Мгм. Она потеряла свою вообще ориентацию, слышу. Мгм. Вот. Виктория, а почему произошло это столкновение? По какой причине? Ну, вот этот Зевс, он говорит, мы убили ее. Вот снова слышу Зевс, Олимп, говорит, мы М. убили ее. Кого ее они убили? Они показывают на землю, говорят землю. А они где находятся в это время? Я слышу в воздушном пространстве. Почему они, зачем они убили Землю? Они говорят, нам нужен эгрегор. Какой эгрегор им нужен? Вот они показывают, как они одевают на себя вот эти черные, как юбочки, вот эти, как эти, знаешь, папуасы, на талии такие вот юбочки, да, Мгм. они вот это раз так вот накидывают на себя, вот этот Зевс и другие, и образуются такие у них ножки-сороконожки, как у спрута, вот эти лапищи. Ам, Зачем они накидывают на себя эти юбки? Так, а что это за юбки? Сейчас я Да, посмотрю. что это за юбки? Считывается творчество зверя. Ам, Материя воспроизведения. Я слышу искусство, то есть творчество. В рамках, в пределах антимира. То есть они стали творцами зла. Виктория, а То есть зачем они стали, да, творцами зла? Зачем они это выбрали? они снова говорят, вот этот Зевс говорит, нам нужен эгрегор, эгрегор Как зла. Им эгрегор нужно было зла? создать эгрегор зла. А зачем им нужен эгрегор зла?
Он показывает, вот этот Зевс, что ему нужен, говорит, рог. Образуется вот этот рог, который... что это за рог? Это такой, как вакуум внутри, который затягивает. Это вакуум, который образуется, там есть центр, такой черный шар, и образовалась в пространстве такой, как воронка, которая Мгм. засасывает. Он говорит, что им нужен эгрегор мучений. Для чего им А, нужен эгрегор мучений, зла? Какова их цель его создания? Говорит вот этот Зевс, уличить Бога во лжи, и вот как бы хватает, ну, знаешь, есть выражение «ухватить Бога за бороду». Мгм. И вот за эту светлую бороду вот так хватает, как будто бы там какая-то борода есть в секторе Мессии, в секторе Первого Творца. Вот так хватает. И вижу, что вот здесь, как он ухватил, то такие ноги, там многих стащил богов. Мгм. Вот. Утащил, и они стали как бы основой. Взаимодействие. То есть одни боги, это все они там жили там, где-то по разным, кто воплощен, кто не воплощен. И они вовлекли в эти отношения свою войну светлых богов, как бы стащили с небес. Мгм. И эти светлые боги стали основой этого эгрегора мучений, страданий. Мгм. Этой воронки, которая как огромная в космосе, как рог, который показывает, как бы демонстрирует эту силу. А кто там этой самый главный, кому это нужно? Кто Да. творец этого всего? Кто самое главное приказывает проявиться? Считывается сын Творца. О, Люцифер. Мгм. С разноцветными камнями на голове, как корона какая-то. Вот он усыпан весь разноцветными камнями, Мгм. переливается. Я слышу, что он возгордился своим совершенством. Ам, Протянул руку на Первотворца. Это он вот эту схватил за бороду, и это Мгм. его эти юбочки все. Считывается насаждение идей. То есть он как бы проник, он как бы так, как ветер какой-то, проникает волнами в разум Вселенной. Одни Мгм. пошли ему, я слышу, навстречу. Вот этот какой-то Зевс, Мгм. он как бы снизошел вместе с этим Олимпом. Они как бы пришли по доброй воле Мгм. сотрудничать. А другие, вот эти, которые там остались, они были втянуты в разборки, в военные действия. Мгм. И к чему привело и разборки, военные действия Я слышу к уничтожению планет. в Ам, нашей галактике или еще больше? Да, но я вижу вот эту Землю, как пошла, как эта Луна упала, не М. Луна, а месяц упала, Мгм. и эта волна огромная разлилась по всей планете. Мгм. И я вижу, что вот эти боги, которые... А это мы вот были там. Это то, что я видела, что пустила этот шарик. Мгм.
это нас затянуло. Тоже на планету? Затянуло в этот эгрегор. Мгм. Это мы как бы, потому что мы начали взаимодействовать с ними. То есть они таким образом проявили насилие, магию, и как бы если начинается война, то у жертв войны как бы шансов нет. То есть они втягивают Мгм. в эти отношения точно так же, как любой манипулятор манипулирует, чтобы жертва вступила с ним в контакт. Им это нужно. Мгм. Получается, мы Вот. тоже находимся в этом эгрегоре? Ногами, да. Вот ножки наши, вот там они. Мгм. Э, Мы можем, да, отказаться взаимодействовать с антимиром, участвовать в этом эгрегоре? Я слышу, он должен отказаться сам. Он находится по отношению к планете Земля в секторе магии. Этот Мгм. Зевс. Мгм. Ну, почему-то я Ш ш вижу ш лицо Тараса. Мгм. Да. Что мы можем сделать в этой ситуации? Передать ему информацию Да, о том, какой я он вижу, выбор сделал, да, я вижу, последствия этого как выбора? у него на голове вот такая, как колесо, вот такое черное колесо, а спицы, как будто бы колесо вывернуто наизнанку. Спицы Мгм. в обратные стороны. И вот это у него там, где седьмая чакра. То есть вот там у этого Зевса. И считывается как выбор власти. Мгм. Вот. Получается, что Зевс выбрал власть антимира и разрушил планету Земля и планету Леля. Мгм. Вот так. И втянул других, почему-то идет хвостом, хвостом. То есть этот дьявол как будто бы хвостом. Вот так. Мгм. Вот в то время, когда вот протянул руку на Первотворца. Я слышу на Отца всего живого. Вот. И я вижу, что тогда начинается какая-то работа по восстановлению вот это Дизи, вот Земля, вот какие-то армирующие штуковины там образуются. Это чья работа, Виктория, по армированию? Так, я вижу, что эти энергии, они стали как ржавое железо. Мгм. Вот, считывается, эти волны считываются нападение, катастрофа. Мгм. И они выглядят так, как, смотри, у этого Зевса на голове это вывернутое колесо, а у планеты получается какие-то вот точно так же, какие-то столбы как будто бы пошли от ее. И это как металл такой, какой-то, столбы вот эти. А считываются они катастрофа, страдания, Мгм. угнетение. Несут информацию эти столбы об этом месяце, который врезался в землю и спровоцировал катастрофу, убийство человечества. Это то, что они хотят сделать, или то, что они уже сделали, Это создав что оно сделано, да, да. Надо уже человечество уже не это ли уничтожили? и есть вот эти Шумана, столбы Шумана? Они почему-то идут, столбы Шумана. Мгм. Они звучат как скрипучие, такой скрипучий металл. То есть вибрации очень низкие, несут в Мгм. себе энергию агрессии,
я слышу голода. На земле люди, некоторые умерли сразу, а некоторые постепенно умирали от голода. Вот я вижу, Мгм. как они ходят, ищут пищу и не могут найти. Это после катастрофы, да, случилось, как Да, я Леля слышу отрезала? убийство человечества, всего человечества. Мгм. И это считывается как столбы познания зла. Мгм. Катастрофа. Вот смотрю, вот это оно считывается, так идет. Ага. А в противовес этому я вижу, как светлые боги ставят такое, как колесо. Идет от сектора Первотворца, не как экватор, а вот так как-то наперекосок. Мгм. Вот как идет эта ось. Такой сияющий вот этот ободок, что я видела, оно как арканом вот так чух и Мгм. остановило планету. Сияющие энергии, которые... И я вижу, как этот Зевс, он испугался того, что он сделал, и он говорит, что... И там другие с ним поменьше, что не хотели этого. Мгм. А спроси разрешения с ним пообщаться, поговорить. А в каком времени? В теперешнем он по отношению к планете Земля находится в секторе магия. Тогда, когда это произошло, он находился в секторе принятия решений. В тот момент, И, когда он пожалел о том, что он сделал. ну, это он находится там, где в секторе магии. И я вижу, как он снимает из себя вот эту типа корону, которая раздвинуты вот эти Мгм. стороны. Мы можем с ним поговорить? М, Он дает согласие? У него появилась на рту такая черная пластина, э, как будто бы скотч такой приклеился О к рту и ему закрыл. Он может головой помахать, да или нет? И я вижу, что у него вот так изнутри, как будто бы глаза так выпучены. А, То есть он под воздействием этих энергий, этих программ. Я думаю, что это не самая лучшая идея. Мгм. Вообще с А, ним дав- разговаривать или в другое время его Ну, найти? вообще с ним не говорить. Мгм. Хорошо. Давай Э, рассмотрим то, что мы хотели. Что это за вот эти... Резонанс эм, Шумана, да? Тогда да. отсоединись от него, поднимайся в самый верх. Мгм. Что ты увидишь, что тебе придет, когда я скажу резонанс Шумана? Ну, я вижу вот эти... Они считываются колеса, а выглядят как палки такие. Вот такие, как столбы. Мгм. Так, низковибрационные, которые несут в себе информацию о катастрофе прошлого. Мгм. Так и считывается резонанс Шумана. Да, ученый его открыл, эти волны, стоячие волны. Мгм. Они как столбы вот так идут. Да. Виктория, а почему в последние 20 лет вибрации очень сильно усилились? Если раньше они были 7,6 на уровне, то сейчас больше 30 Гц. Что это означает? Ну, в эфирном плане это выглядит, и вижу, как эти сияющие боги буквально вытаскивают свои ноги из этого эгрегора страха, страданий. Мгм. И я вижу, как они начинают учиться. Они открывают книги. Я слышу разоблачать зло. Мгм. Вот. И что происходит тогда с этими резонансом Шумана? Я вижу, что вот эти коричневые